Приветики! С вами Лис, и сегодня у нас на подходе новая игрушка под названием Тани Банни. Пушистый зайчик в переводе. Ну, игрушка прям не новая, но эпизод-то вышел новый, а начнем мы, думаю, с самого начала. Это у нас хоррор и новелла. Да, новелл у нас не так много, было, по-моему, одна или две. И это очередная будет у нас новелла, и говорят, она очень жутко страшная, стрёмная и прям капец какой жуткий текст. Уже по музыке слышно, и как-то этот пушистый зайчик меня не сильно привлекает. Так что с тебя лайкосик, покушать возьми, надень наушники и поехали. Так, я взяла геймпадик, но вроде как он пока не работает. Посмотрим, что будет дальше. Может, он там заработает, я, конечно, не знаю, потому что удобнее будет это переключать. Так, ну ладно. Посмотрим. Много текста. Водичка у меня подготовлена, так что все окей. Надеюсь, справимся. Хоть мы давно не читали. Всю ночь ветер скребся в окно когтями. Так. О, работает! Работает. Отлично. Отлично. Так, что у нас вот это? История. Авто. Ага. Менюшка. Словарь. Словарь пуст. А что за словарь? Что такое словарь? Ладно. Уже резко пить захотелось. Он бродил по полям и завывал голодным зверем. Бесконечная песня вилась, словно веревка, сплетенная из самых разных, тонких, вкрадчивых, насмешливых голосов. Казалось, они кричат и смеются. И спорят о чем-то. Кто-то носился по снегу, отбрасывая длинные тени. Они-то подходили к кровати, то отступали. Дом жил своей жизнью, скрипучей жизнью старых зданий, которые помнят столько всего и будто пытаются рассказать что-то. Одинокий Том глядел на лес, а чащоба смотрела в ответ своими глазами. Дуплами шуршала, шумела, кивала. Можно выйти и постоять у кромки леса. У кромки леса. Просто чтобы убедиться, там за красивыми деревьями никого нет. Такой текст нелегкий. Мутные, мотающиеся на ветру силуэты не причинят вреда. Так, мне еще интересно, а звук-то есть? А звук есть, все, окей. Окей. Это же игра света и тени. Просто такая игра. Я понимаю, что это лишь мое воображение, мне ведь уже 12, но все же. Да, мы будем играть за главного героя, которому 12 лет, и игра полностью черно-белая. Так, прилети, сова. Эпизод 1. Я слышу, что там кто-то завтракает. Чашка. Вылили. Угу. Ага. Убери книгу немедленно. Тут есть озвучка. Вау! Сколько раз говорила, не читай за столом, вредно. Сидишь, сутулился весь. Ладно, прямо сели. Окей, убрать. Так, окей, убираем книгу. Я послушно отложил книгу о похождениях Конана Варвара. Все равно я прочитал одну и ту же строчку 3 раза и ничего не понял. Оля уже позавтракала и взяла за печенье. Хрустела с аппетитом, как девочки из рекламы. Пока не съешь, из-за стола не встанешь. А я все буравил взглядом Манку, словно надеялся, что она рассосется сама по себе. Смутная тревога распирала. Все из-за бессонной ночи, черного леса, огибающего двор, и угрюмого ветра. Кстати, а ты любишь манку? Напиши в комментариях. Я люблю, только не очень густую. Чем дольше я тянул, тем холоднее становилась комковатая белая масса. А у меня всегда отличная манка, без комочков. Будто медуза из подводной Одиссеи Куста. Обожаю эту передачу. Интересно, а на дне океана очень жутко? А ночью в холодном черном лесу? Ложка выпала из рук. Мама плеснула студеным взглядом зеленых глаз. Что я говорила? Убрать книгу, а про ложку ничего не было сказано. Я достану. 10-секундная передышка перед новым сражением с гадкой кашей. Получается, они, герои, сами за себя озвучивают, а как автор озвучиваем мы. Я нащупал ложку. А что это такое нацарапано снизу на столешнице? Карина. Это же мамино имя. Видимо, это в детстве она накорябала чем-то острым.
Оказывается, хулиганкой была. Мебель портила. Ох, меня бы за такое неделю ругала. Напомните ей шалости? Нет, что-то она не в духе в последнее время. Я вообразил, как она, моя родственница, сидела здесь под столом, ровесница. Простите. Интересно, в детстве мама боялась темноты? А шороха на чердаке? А лесных дебрей? Я представил, как бабушка заходит в спальню к моей маленькой маме, садится на край кроватки, где теперь спит Оля, и рассказывает мягким, вкрадчивым голосом. Тайга — особое место, дитятка. Она к тебе присматривается, принюхивается, словно хочет понять, что ты за зверь такой. Понравишься, в беде не бросит. А будешь проказничать, схватит за бочок и утащит с собой под землю. Тут и дело с концом. Бабушка была ласковой, никогда ни с кем не ссорилась, не ругалась. Тогда не было этих сводящих с ума криков до глубокой ночи, разбитой посуды и взаимных обвинений. В то время наши родители еще любили друг друга. Помню, я случайно послушал родительский разговор и узнал, что бабушка заранее побеспокоилась о своих похоронах. Купила себе гроб. Понимаешь? Заранее купить себе гроб. И называла его ласково гробиком. Он стоял в чулане, словно терпеливо ждал. Черный, с обивкой цвета мяса. Это я увидел потом, когда бабушку похоронили. Дом остался таким же, каким и был при бабуле, только фотографии все убрали куда-то. Застекленные снимки с серыми лицами моих предков. У всех плоские, но зоркие, неживые глаза. Я выбрался из-под стола. Оля расправилась печеньем и, как хитрый зверек, поглядывал на мою порцию. Я бросил взгляд на издевавшую перепапа. Я бросил взгляд на заиндевевшее окно. Что такое заиндевевшее окно? Заиндевевшее окно. Можно это слово в словарь добавить, а потом его выучу, пожалуйста. Серьезно, можно в словарь? Снаружи темнели сосны, но не они привлекли мое внимание. Январский узор складывался в картинку. Оля, гляди, лиса! Это скорее нот. Где? Похоже на оптические иллюзии на задних обложках тетрадок. Вроде мешанины из черточек, но если расфокусировать взгляд и посмотреть под определенным углом... Да не на улице, на стекле. Смотри, вот нос, вот. Ну-ка, доедай. Да что ты пристала? Да ем я эту кашу. Не могла повкуснее приготовить, а? Да, сейчас. Я ничего не вижу. Живо. Совсем немного осталось. Капец, какая она злая мама. Вот. Но все равно не похоже. А я говорю, похоже. Не-а. Похоже. Прекратите. Ну что за дети? Дети, в смысле дети? Они увидели что-то на стекле и собачатся. В чем проблема? Это нормально? Теперь я не могу отыскать лису. Пропала. Она исчезла. Ушла. Лишь узоры ползли по стеклу, похожие на вытянутые листья крапивы. На кухню вошел папа, большой и неторопливый. Хочу, когда вырасту, стать как он, бородачом. Мама, шутя, все просила папу, ну сбрей, колется же. Как давно это было? А теперь каждый день грохот дверей и мстительные колкости. Ясно. Оля зажимала уши, когда за стеной раздавались голоса. «Ради чего это все?» «Ради вас», — отвечал папа. «Ради семьи». Я ловил каждый звук и боялся услышать самое страшное, самое убийственное слово на букву «Р». Развод. Не хочу даже продолжать. Боюсь представить, что нас с сестренкой разлучат и разведут по разным семьям. Да что твоя лиса? Вот у меня на окне сова. Опять ты со своей совой. Так ты же вчера мне верил. Никто ключи от машины не видел? Вроде оставлял на подоконнике. Вроде. Вроде оставлял, вроде нет. Вроде взрослый мужчина, отец двоих детей, а вроде... Перестань, пожалуйста, Карина. Дай мне спокойно собраться. В корзине твои ключи, возле телефона.
Огромное тебе человеческое спасибо. Антон, ешь быстрее, а то как мученик сидишь. А сова Не было там никакой совы. была! Глазюки огромные! Во! И светятся! Вот это напряженная остановка у них в семье, пипец. Оля вскочила со стула и приставила руки к личику, показывая пальцами глаза, каждый величиной с В яблоко. прошлом году бабай в шкафу. Сейчас сова. Ну, она ж ребенок, чё, тебе сложно поверить, что там, ну, сова в окне? Ну, реально, сова, она ж не говорит там, я не знаю, там, Спайдермен какой-то. Но я же видела! Оля переводила взгляд с отца на маму, потом на меня, но нигде не находила поддержки. А ты не думала подружиться с ней, нет? Вымышленными мышами покормить, например? Он стебется над ребенком. Ну, это как бы, ну, зачем? Зачем давить на психику ребенка? Не подначивай ребенка. Просто мала еще. И спать одна боится. Ну, по факту. Не надо говорить, что она мала еще. Что за жаргон, мать? Оля капризно надула губы и опрометью вылетела в коридор. Заскрипела лестница, ведущая на второй этаж. Мама строго посмотрела на отца. Ах, этот взгляд, как же неуютно под его прицелом. Папа лишь фыркнул и ушел, звеня связкой найденных ключей. Спустя минут на весь дом раздалась мелодия из «Русалочки». Это была уже затертая до дыр кассетная пленка, которую папа уже склеивал однажды. С вещами все просто, их можно починить или вот склеить. А как быть с отношениями? Мама ушла в гостиную, и я остался один, обеспокоенно поглядывая в окно. Кашу в окно выкидывай кашу в окно. Там хоть кто-то, может, поест. С тех пор, как мы приехали в этот старый дом, Оля плохо спала. Ворочалась в постели или съеживалась клубочком под одеялом. Порой я вскакивала среди ночи, чтобы включить видеомагнитофон. Мультфильмы помогали отвлечься от переживаний из-за переезда родителей. А потом Оле привиделись это огромное крылатое чудовище за окном. Она стала одержима собой. Чего только родители не делали, на какие ухищрения не шли, чтобы искоренить ее страхи. Оля напрочь отказывалась спать одна и не верила, что сова была всего лишь дурным сном. После сегодняшней ночи я не знал, что думать, как теперь относиться к словам сестры. Вообще, можно было сначала хотя бы попробовать поменять ее комнаты с брата. Ну, так, чисто. Попробовать. Могут ли кошмары быть заразными? Прошлой ночью я лежал без сна и думал о том, что ждет меня в новой школе. До занятия оставалось несколько дней. Воображение рисовало длинные извилистые коридоры. Они приводили к классу, заполненному детьми. На ученики за партами были темными силуэтами, словно вырезанными по трафарету контурами. Посреди их черных лиц зияли круглые дыры, а в дырах моргали глаза, будто бы совсем другие существа смотрели на меня из-за плоских черных фигур. И столько же жестокости было в этих взглядах, сколько ледяной насмешки, что я дрожал с головы до ног. Выживу ли я здесь? Не забьют ли меня до смерти толпой быстрые, топчущие ноги, вымазанные кровью ботинки? Что происходит? Мы вроде в школе. Пусть бы она сгорела, эта чертова школа. Пусть бы хоть что-то случилось, неважно что, лишь бы не идти на уроки. Не видеть людей, которые только и мечтают дать оплеуху, поставить подножку, придумать очередное прозвище, еще оскорбительнее, чем предыдущее. Будто мои очки делают меня чужаком, каким-то монстром. Взор мазнул по рисункам, развешанным на стенах. Я не считал себя великим художником, но Оля упросила повесить. Только рисование меня хоть немного радовало в последнее время. Моим немногочисленным друзьям тоже нравилось, как я рисую, а ведь они, кстати, обещали звонить. Иногда воображаю, как мама снимает трубку и говорит: «Холодно, вы не туда попали». Или «Антона нет». Антона нет. Я представлял своих будущих одноклассников и одноклассниц, которые, как и я, лежали в эту минуту в кроватях, слушая вой невидимых оборотней за окном. Быть может, я все-таки понравлюсь новому классу? Кому вообще нравятся ребята в очках с толстенными линзами? А при чем здесь толстенные линзы? Папа вот в детстве носил очки, а теперь он женат на самой красивой женщине в мире, моей маме. Ну и что-то у них, знаешь, не совсем хорошее, красивое отношение, любовь и тому подобное.
Дом заскрипел под напором ветра. Наш прежний дом, бетонный, 9-этажный, жужжал соседским перфоратором, бубнил телевизором за стеной, плакал навзрыд из квартиры многодетного семейства. Теперешний дом, язык не поворачивается назвать его новым, был совсем другим. Днем тихий, покладистый, тени отдыхают в углах, в паутине чуланов, под лестницей, но ночью они просыпаются. Кто-то смотрит на меня из углов, будто фотографии мертвых родственников с земляными глазами снова повесили на стену вместо моих рисунков. Кряхтит пословица, стонут ржавые водостоки, чердак населяют гулкие сквозняки. Простите, что-то не идет мне немного с этими словами странными. Словно дом играет какую-то дьявольскую мелодию. Вдруг я понял, что действительно слышу музыку, причем играет она уже давно. Где-то далеко, на самой границе восприятия, пела флейта. Она словно бы сливалась с воем ветра, с поскрипыванием старого дома, с самими моими мыслями. Наконец. Я встал и поторопился к окну. Хотел убедить себя, что нет никакой музыки, что это лишь мое воображение. Но никто не может играть там, в холодной, заснеженной ночи. Это чё? Это пати-звери? Там у них вечеринка, там тусят? Там в поле кто-то танцевал. Черные фигуры, едва различимые на фоне темного леса. Залитые лунным светом, они резко подпрыгивали и припадали к сугробам, катались в снегу и ползали на четвереньках. Мне вспомнились истории о волках, играющих под луной, но это были не волки. Но я вижу медведя какого-то, вроде лису, волка и какую-то странную хрень на 2 ногах с небольшими рогами. Очень странно. А вот кого ты видел? Они вставали на ноги и водили хоровод, вздымая вихри снега, растворялись во мраке и появлялись вновь. Творилось что-то странное. Пляска теней в безвозмездной тьме распаляла воображение и одновременно нагоняла тревогу. Вдруг музыка стихла. Танцующие застыли, и я готов был поклясться, уставились на меня. Внезапно одна из фигур отделилась от странного карнавала теней и ринулась по полю, мощными прыжками преодолевая расстояние. Пора валить. Она скользила, не оставляя вмятин на хрустком Насте, пока угольная тень дома не поглотила ночное существо, став еще гуще и чернее. Сердце заметалось птицей в клетке. Я отпрянул к кровати, успев рывком задернуть шторы. Меня видели. Страх окатил ледяным потоком. Стоя в темной комнате, я слышал, как снаружи возится и скребется незваный гость, как он мечется по двору, выискивая вход. Звук ушел вправо. Обогнул дом. Сейчас гость окажется на пороге. Я кинулся в постель и укрылся с головой, словно одеяло могло меня защитить. Страх сковал мышцы. Я вдруг снова вспомнила о похоронах, как бабушка лежала, скрестив руки, заострившимися чертами лица, похожей на восковую куклу. А по ножкам стульев на короткие водрузили гроб ползли муравьи. Что такое водрузили? Новые слова, реально в словарь надо добавлять. Я представлял тогда, что они взберутся на голову бабушки и лапками поднимут ее веки. Тогда бы сморщенные глазеные яблоки шевельнулись в гнездах, а бабуля и вновь бы увидела внуков. Там, на похоронах, я повторял мысленно слова заговора, которому она меня научила. И лежа под одеялом и прислушиваясь к скрипу и вою, я шептал эти слова. На острове Буяне, в Синем океане, стоит домовина, в ней сало и глина, волосы седые, чертям еда, раба Божьего Антона не тронут никогда. Бесы забудут дорогу к дому. Мертвые к мертвому, швуи к швому. Реально мурашки по телу. Непонятные шумы утихли. Я осторожно высунулся из-под одеяла, чтобы увидеть, как под потолком, словно висельник, колышется штора. И тут ночь ошпарила меня новые порции кипящего ужаса. Звук резанул по ушам.
Кто-то царапал входную дверь. Быстро, быстро скоблило когтями полотно, требуя впустить его. Дверь заперта. Папа стал осторожным и вкрутил надежный замок. Помню, как он долго и напряженно вглядывался в лес, словно выискивал в нем кого-то. Мертвое к мертвому. Живое к живому. Я поджал колени, уткнулся в них подбородком и засверлил взглядом межкомнатную дверь, такую хлипкую и слабую перед мощью темноты. И вдруг... Дверная ручка робко повернулась. Затем одернулась раз, другой, будто у того, кто пытался открыть дверь, не было рук. Ручка вновь кивнула и неожиданно защелкала бешено. От страха у меня свело челюсть, мокрые пальцы комкали одеяло. Дверь заскрипела и отворилась. Дом издевательски стонал ветром в жестяных водостоках. Сейчас ты увидишь. Дверь распахнулась. Тьма кишела в прожорливой пасти приема. Словно сама ночь обращалась ко мне, то хлопая черными крыльями, то скрипя несмазанными петлями. Мрак был паутиной, облепившей углы комнаты. Я дрожал в его коконе и ждал, когда из черного провала выступит тот, кто соткал паутину. Мышцы живота заныли, грудная клетка расправилась, готовая выпустить отчаянный вопль. Но прежде чем я закричал, темнота спросила. Ты спишь тоже? Это же она, сестра наша. Бледное лицо сестры выплыло из густой тени. Я готов был вскрикнуть от облегчения. Я не сплю. Что случилось? Носик Оли сморщился, а нижняя губа оттопырилась. Верный признак, что с секунды на секунду сестра расплачется. Она опять прилетела и пялится на меня. Прогони ее, Тоша. Прогони, пожалуйста. Господи, ну забери ее к себе пока в комнату, вместе поспите. Ё-моё. Я так боюсь. Страх, только что терзавший меня, уполз и притаился где-то в животе. Я обязан был успокоить Олю. Это был сон, глупая. Не пугайся. Сны не кусаются. Никто тебя не обидит. Она всхлипнула. Она изо всех сил пыталась мне верить. Но верил ли я У сам? меня есть идея. Пойдем к тебе в комнату, видик посмотрим. Спящую красавицу, например. Тебе же нравится этот мультик? Почему у спящей красавицы принца у меня эта страшная птица? История жизни как будто... Вопрос застал врасплох. Да, не только тебя, походу. Ладно, давай посмотрим Золушку. Мысли путались, расплывались. Что это было? Кто высматривал меня, лихорадочно танцуя под луной? К оконному стеклу прижималась тьма, и ее не обманешь старыми бабушкиными заговорами. Не проведешь, предложив вместо себя ящик с салом и глиной, с обрезанными седыми косами. Тоша, ты идешь? Да, сейчас. Это что твою медь было? Нас сожрали? После такого я бы тоже не хотела спать. Вот почему утром мне совсем не хотелось смеяться над Олей и этой ее совой. Понятно. Кто мог прийти к нам в этой глуши? Ава! Мы ведь здесь никого не знаем. Кстати, сегодня там число 7 какое-то. Да странные какие. От нелепой мысли, что утренние гости пришли прямиком из леса, стало особенно неуютно. В прихожей зазвучали неразборчивые голоса. Подмывало прятаться. В шкаф. Под стол. За занавеску, куда любит прятаться Оля. Подойди-ка сюда. А я-то при чем? К ногам словно гири привязали. Я поплелся в коридор. А я-то чё? 2 милиционера возвышались на пороге. А я чё?
Я чё, я маленький школьник. От них пахло морозом и тревогой. Мама, завидев машины с мигалкой, обычно кривилась и ворчала хуже бандитов, но сейчас она выглядела несколько растерянно. Здравствуйте. Старший по званию мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся. Вовой зовут. Глянь, пожалуйста. Ты его не видел? Милиционер протянул мне фотографию. Рыжий паренек лет 8 был запечатлен на фоне ковра. Он держал на руках полосатую кошку и широко улыбался. Нет. Точно? Посмотри внимательнее. Точно! Где мне его видеть? И я тут никого не знаю, да и из дома-то почти не выхожу. А может, видел в окно? Да. У тебя ведь окна на лес. Да и мама, что ты пристала, конечно, блин, а? В окно? Нет, не видел. Нет. Ясно. Голос его был усталым, а взгляд долгий, невыносимо тяжелый. Он смотрел на меня так, будто в чем-то подозревал. Его тень падала на меня, и я невольно осутулился под весом смутной вины. Наконец, оторвав от меня взгляд, милиционер бегло осмотрел прихожую, лестницу и трещины на потолке, которые я почему-то до сих пор не замечал. Вы, кстати, как на новом месте? Попривыкли уже? Понемногу. Только вот дочка маленькая по городу скучает. Скучает, значит. Из местных вас никто не беспокоит? Да нет, только пришельцы. Все хорошо, спасибо. Да, и зайцы, совы там, бывают, заходят, погроб устраивают. Решить проблему. Карие глаза милиционера вновь влились в меня, отчего голова закружилась. Может, вам помочь как-то? Каким образом ты поможешь? Я спросил неуверенно, чтобы показать себе воспитанным мальчиком и просто скорее закончить неприятный разговор. Ай, молодец. Я вот стою и думаю. А нам чё? Нам не интересно, о чем ты думаешь. Ты, малец, на племеша моего похож. Шустрый парнишка твоих лет. С такими же окулярами. Все книжками зачитывался, детективами. Когда летом погостить приезжал, говорит, что в школу милиции мечтает поступить. Как я. Хотел людям помогать. Смекаешь? Нет. Мне стало неловко, будто передо мной стоял не участковый, а кто-то из дальних родственников. Ох, ребятушки. Сидите-ка вы лучше дома. Не ввязывайтесь ни во что. Жизнь сейчас совсем другая пошла. А мамин голос был холоден. Мне ли не знать? Ну да ладно. Ты, Антон, в каком классе учишься? В 6. Друзей-то на новом месте еще не завел? Пока нет. Я только после каникул в школу пойду. Тогда вот вам на всякий случай мой номер. Звоните, если узнаете что. Окей. Милиционеры ушли, унеся с собой тени, запах дешевого одеколона и фотографии улыбающегося мальчика. Но его лицо все еще стояло перед моими глазами. И я думал, каково ему сейчас там, совсем одному. Там. Почему-то я представлял лес, качающийся на ветру. Каково его бедным родителям? И что бы делали мои, если бы пропала я? Плакали? Бились в истерике? Или обвиняли бы друг друга, как обычно, а со временем и вовсе забыли? Мам, а Вова этот в нашем лесу заблудился? Выходит, что так. Бедный ребенок. Я выглянул в окно на дорогу. Милицейский УАЗик укатил к деревне, ковыряя расслоившуюся краску подоконника. Почему-то подумал я о племяшке участкового. Тут же вспомнились детские детективы из серии «Черный котенок», которые я сам прочитал за лето. В них обыкновенные школы расследовали разные таинственные дела. Чё? О! Ух ты, класс, у нас новые слова, только не те, которые я бы хотела узнать. Бабай. В славянском фольклоре ночной дух, воображаемое существо, упоминаемое родителями, чтобы запугать непослушных детей. УАЗик. Советские и российские грузопассажирские автомобили повышенной проходимости, выпускавшиеся на Ульяновском автомобильном заводе. Очень интересно. «Черный котенок» — серия книг современных российских и переводных детективов для подростков. Что-то мне подсказывает, что это новелла от российских разработчиков. Да, я думаю, что в принципе, можно на этом приостановиться. Если ты хочешь продолжение, обязательно пиши об этом в комментариях. В принципе, пиши в твои впечатления, что ты думаешь об этой новелле. Мне
вроде как понравилось, даже затянуло. Прикольно, мы даже здесь обкекались один раз. Ну, я точно, страшно было, пипец. Так что все. У тебя комментарий, лайкосик, все ссылочки на соцсети в описании, на мой второй канал на ютубчике, где каждый день стримчики. Да. Так что все. Всем пока-пока.